Привет! Это видео чисто для программистов. Конечно, вы можете и дальше смотреть. Если вы не программист, вам, скорее всего, будет просто скучно, неинтересно. Ну и вообще. В общем, искал я решение для распространенного микроконтроллера, который шел на отладочной плате STM32F100 по самопрошивке обновлению. В официальной документации была затронута тема на более дорогие контроллеры. Ну, суть, в общем-то, понятна. Там, как это обычно в принтерах, вот, допустим, бывает, при включении, если зажата какая-то специальная кнопка, то он переходит в режим загрузки. Ну, то есть начинает работать бутлодер вместо основной программы. То есть у меня вот в моем проекте последнем, ну не то что последнем, не дай бог, конечно, но в текущем, скажем так, есть вот железное устройство такое, блок управления угольного котла, там ссылочка будет, можете посмотреть, о чем это вообще. И есть контроллер с Bluetooth модулем. То есть это устройство конфигурируется смартфоном или планшетом, или еще там в общем, Android устройством с Bluetooth и подключением к интернету. Ну, интернет, конечно, не обязателен, но, как правило, он всегда есть. Ну так вот, тут есть, в общем, устройство, которое будет отправлено клиенту, может быть, через полстраны. Есть подключение к интернету, и грех как бы был бы не воспользоваться этим. То есть тем, что фиксить какие-то недочеты, которые выявятся потом уже, когда устройство будет у клиента, а оно всегда так бывает. Невозможно с первого раза написать. Ну, вы знаете, да? В общем, так. То есть темы это я не нашел в интернете, как это уже реализовано где-то, вот что взял, скопировал, вставил и вперед. Поэтому сделал сам, и вы можете взять мой проект и скопировать, вставить и вперед. Не жалко. Пользуясь случаем, хочу сказать высказать благодарность сайту Easy Electronics, потому что они вообще молодцы и излагают информацию в очень понятной форме, без пафоса. Я как-то тут не читал советскую книжку, уж не помню почему. Ну, от исторической справки к каким-то рассуждениям. Ой, вообще ужас, короче говоря. По строительству, да. Ну вот. Можете, в общем, брать, копировать. Там, значит, будет в папочке в описании прошивка бутлодера, прошивка болванки, это мигание светодиодом, и Java приложение для телефона, чтобы, ну, в общем, телефон же будет отправлять ему прошивку. В общем, все для старта будет. Теперь по делу. Начнем с того, что программа в микроконтроллере сама себя обновлять не может. Так же как Windows, чтобы удалить или переименовать файл, надо сначала закрыть его. Ну, в принципе, конечно, может она сама себя обновить, но в этом случае надо будет отключить все прерывания микроконтроллера, чтобы не использовать таблицу прерываний. Вот здесь на рисунке показано схематично, как выглядит эта таблица прерывания. Она в самом начале на первой странице находится. Но тут такой минус есть. Если в момент обновления что-то пойдет не так, там свет отключит или еще что-то зависнет, да, получится, что половина программы старой осталась, а половина новой. Ну, поэтому, как правило, так никто не делает, ну и это не наш случай. В нашем случае мы разделим флешку на две части. Первая часть это маленькая бутлодер, вторая часть это основная программа, которая и будет обновляться, и третья часть конфигурационная страница. Ну, если есть EEPROM, как вот у Atmel, можно его использовать, но здесь его нет, поэтому будем целый килобайт данных каждый раз читать, записывать. Вот. Значит, как это все работает? При старте микроконтроллера сначала запускает бутлодер с первого адреса, ну как положено. Для него-то в принципе нет таких понятий, что бутлодер, что основная программа. Для него есть адрес старта и все, и команды. Ну вот он запускает наш бутлодер, как будто это основная программа.
Bootloader что делает? Он проверяет конфиг-страницу, установлен ли там флаг, говорящий, что надо обновляться. Если такой флаг есть, то он начинает сообщать по Bluetooth Android, что ему надо обновиться. Допустим, ошибка какая-то произошла в момент обновления, вот как я говорил, уже свет погас, и все. Он видит, что флаг еще не сброшен, надо обновляться. Дальше, если флага нет, то он побайтно проверяет основную программу, валидна ли она. То есть тут разные схемы можно использовать, там подписывать свою основную программу или просто контрольную сумму. В тех проектах, которые я ссылку оставлю, там это и не реализовано. Но это реализовать несложно, так что если это в состоянии понять, то и там доделаете. Итак, дальше. Если флага нет, то и программа валидна, то bootloader запускает основную программу. Ну и все, то есть он отработал уже. Основная программа начинает работать и по тому же каналу связи сообщает, что она уже обновилась, допустим, свою новую версию сообщает. Так, ну а переход от основной программы к бутлоадеру по обратной схеме. Сначала она получает команду от Android о том, что надо обновиться, устанавливает флаг в этой же конфиг странице и перезагружается. Основная сложность, во всяком случае для меня, была в том, что среды разработки, в которых я работал, Core, IDE, ER, TrueStudio, по-моему, еще что-то смотрел, они не умеют, в общем, работать с такой структурой, чтобы вот флешка была разделена на две части. Поэтому как обошел эту ситуацию? С помощью link файла. Вообще с помощью link файла это можно обойти. Мы создаем два проекта. Первый, как я говорил, маленький. И отдельно его пишем, компилируем, получаем бинарник. И вставляем этот бинарник уже bootloader bin в качестве просто бинарного файла в основной проект. И в link файле прописываем, что расположи нам, пожалуйста, наш bootloader с адреса с начального 8.0.0.0.0, а основную программу чуть подальше. Все, он это делает. И почему именно вот так вот надо сделать? Потому что вот эта таблица векторов, которая занимает первую страницу, она имеет адреса векторов в абсолютном виде. То есть нельзя, допустим, написать программу и сместить ее куда-то, и она будет работать. Так, по переходам давайте посмотрим. Переход с основной программы к бутлоадеру несложно. Устанавливаем флаг с помощью стандартных функций. Нам так или иначе же надо эту конфиг-страницу писать, читать, во всяком случае в этом проекте. Поэтому ставим этот байтик и перезагружаемся. Переход бутлоадера к основной программе выглядит так. Берем значение с адреса 18.00, это начало основной программы. В этом адресе расположен значение main stack pointer. Это делает процессор при нормальном запуске, но так как у нас здесь запуск основной программы не является обычным нормальным, нам надо вручную поместить это значение в регистр MSP, main stack pointer. И дальше перейти к выполнению основной программы. Здесь я реализовал так, значит, в регистр R3 поместил адрес основной программы, потом с помощью ассемблерной команды в program counter это значение отправил, и проверил в дизассемблере едой, что все действительно так оно и есть. И в общем-то и все. Основная программа уже у нас при запуске уже имеет правильный свой стек-поинтер, который и должен быть. И еще что нам надо сделать, это сместить таблицу векторов относительно нулевого адреса на
адрес 18:00. При этом все будет у вас работать нормально. Там дальше проинициализировать свою надо будет периферию, тактирование и так далее. Ну и все, в общем-то, на этом. Еще пару слов о Android части проекта. Тут сложностей особо никаких нет, но откуда вообще получает приложение саму прошивку новую? Получает оно стандартными средствами через Play Market, когда вы выкладываете новую версию через свой личный кабинет. И она приходит как уведомлением клиенту, обновляется приложение. И тут уже внутри приложения в структуре, в ресурсах, RAW-часть, есть два файла: FlashBin и ConfBin. ConfBin — это последняя страничка с конфигурацией, а Flash, то есть основная программа, которая начинается с адреса 18:00. То есть при запуске мы каждый раз как бы оглядываемся на протокол, чтобы нам было понятней. Протокола именно по части обновления. Так. То есть при запуске Android устройства, при нажатии кнопки, вернее, отправляет команду B3 перейти в режим прошивки. Загружается бутлоудер, отправляет команду Android B2 готов к прошивке. Дальше B7 идут команды с адресами страницы, и по одной страничке передается. Тут идет подтверждение, что да, действительно все прошилось успешно, давай следующую страницу. Ну и последняя команда — перейти к выполнению программы. Сама часть по обновлению находится мало того, что в службе в отдельной, еще и в отдельном потоке, чтобы при сворачивании приложения и так далее процесс прошивки никак не прекращался. Не нужны такие ситуации. В общем-то и все. Если был кому полезен, ставьте лайки. Сохранил время, ставьте лайки. Всем пока.